Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Хочу отметить, что мои ежедневные съемки видео становятся такой постоянной работой для меня. Я втягиваюсь в этот процесс, мне интересно, вы меня вдохновляете своими комментариями, своим признанием моего творчества. Честно сказать, мои многочисленные клиенты начинают ревновать меня к моей бурной деятельности в YouTube. Я ощущаю вашу поддержку, ну и творю вместе с вами. И сегодня на мне мое произведение. Это такой летний костюм. Я его одела и ощутила прилив радости, оптимизма, позитива благодаря такому неоновому желтому цвету, который реально наполняет энергией. И вот этим посылом я сегодня хочу поделиться с вами. Здесь, в этом костюме, я ввела такой элемент асимметрии, такую достаточно контрастную полосу, которая у меня проходит по верху изделия и переходит в брюки. Здесь ткань подобрана двухсторонняя, принтованная, с очками, такими брендовым элементом. Мягкий контраст. Вот за счет введения этой серой полосы она так мягко, легко вошла, вот, не разбив форму, не нарушив, вот, в мой костюм. Асимметричная застежка, которая с помощью такого решения большая пуговица и 3 маленьких достаточно ново, нестандартно смотрится на этом пиджаке. Первоначально эта модель была выполнена для клиентки в сочетании кофейного цвета с молочным. И был сделан брючный костюм без рукавов, такой летний вариант. Клиентке очень понравилось, и она даже назвала эту модель «Кофе с молоком». Сказала, что она у нее очень удачная, приносит ей каждый раз успех в ее делах. Она ее любит. Ну и мне захотелось продолжить работу с этой моделью, улучшать ее. Я сделала эту модель с рукавами и сегодня захотела ею с вами поделиться. Можно сделать и более контрастные варианты, можно сделать в черно-белом варианте, тоже будет очень эффектно смотреться. Я также пробовала, отрабатывала варианты, когда на ткани, сиреневая ткань, красивая, насыщенная, фактурная, такая рустованная ткань, и я между рустов прокладывала серебряную строчку люрексом, и были серебряные пуговицы для поддержания этого люрекса, и костюм получился, ну, просто очень нарядный, потрясающе красивый. Поэтому как бы вариации могут быть различные на основе вот такой оригинальной асимметрии. Эта полоса контрастная, она не одного размера по всей длине, ее размер меняется. В верхней части он 9 сантиметров, потом вот в этой части увеличивается до 12, ну и так далее. Внизу по брюкам это уже 13, потом идет на заужение, но в целом визуально это смотрится ровной полосой. Полоса проходит четко по вершине груди, и, в общем-то, достаточно просто ее ввести в крой. И левый борт с этой полосой, и правый такой асимметричный острый борт, он по горловине создает такую форму запятой, которая вот так вот красиво переходит диагонально в застежку с такой интересной сочетанием большой пуговицы и 3 маленькими. Я подобрала перламутровые натуральные пуговицы.
Ну вот рукавчик у меня 7/8. Тоже облегченно смотрится удачно на этом костюмчике. Здесь в поддержку вот этой вот линии этого угла на нашем правом борту я ввела вот такой декоративный карманчик в рамочку, который вот чисто для того, чтобы, во-первых, заполнить эту правую полочку и подчеркнуть остроту моей формы борта. Это обманка карман, но я и не люблю особо на жакетах пользоваться карманами, хотя кто любит, может сделать его функциональным. Ткань у меня была подобрана двухсторонняя, гармонично вошла вот в мою композицию этого костюма. Пиджак без подкладки, он летний, но полоса это двойная, то есть подборт у нас ложится полностью по ширине всей этой полосы. Вот вы видите, он как бы держит форму, потому что сверху расположены пуговицы, поэтому это такая как функциональная деталь. С этой стороны тоже достаточно широкий подбортик, плотненький, поэтому вот это как бы ужесточает наш перед. И за счет этих подбортов наш пиджак, он смотрится солидно, держит форму. Низ это 3-сантиметровый подворот, он проходит по рукаву и по низу изделия, обработан оверлоком и подстрочен на машинке, хотя можно это все подшивать вручную. То есть в данном случае ткань хлопковый катон с эластаном, очень приятный, легкий, то есть я его практически на себе не ощущаю. На костюме у меня спинка также желтенькая, без вставочек. Моя полоса проходит только по переду изделия. Брюки это вообще все просто. Здесь обычная классика, может быть поясочек, может быть кокетка. Кто как привык носить их. Рукав прямой, двухшовный, классический костюмный рукав. Я всегда практически люблю разбавлять классику какими-то своими душевными деталями. Но не очень мне нравится и моим впрочем клиентам сухая классика. Мы обязательно что-то вместе да найдем, какую-нибудь форму внесем, какой-то элемент, так чтобы вещь была запоминающая, чтобы вещь была наполнена содержанием и душевностью. Ну вот такой у меня подход. И вот этими своими элементами мне и с вами хочется теперь делиться. Ну что, перейдем на стол, и я своей схемой, своим рисунком постараюсь вас вдохновить на мой очаровательный костюмчик. Что хочется добавить? Этот костюм, он великолепно для лета, он не утяжелен воротниками, он настолько, в принципе, простой, то есть нет ничего особенного. Это обычный рукав, обычные классические брюки, то есть вам не придется там что-то изобретать, какую-то драпировку. Здесь интересная композиция по цвету, интересный рисунок вошел вот в наш жакет. И в нем как раз вот эта вот душевная оригинальность, потому что летом хочется пиджачок, но не хочется никаких воротников, никаких нагромождений, клапанов. Вот ушла от классики, при этом оставив классическую основу, но разбавив ее своим рисунком. Вот сейчас этот рисунок я вам и изображу. Красивое будет сочетание, как я и говорила,
кофейное с молочным, или же голубое с белым. То есть можно подобрать очень красивые по цвету тона, цвета для этого костюма. Ну и, соответственно, в цвет этой полосы подбирать пуговицы. Пуговицы, конечно, должны заиграть. Такой главный акцент, элемент. Так, значит, наша полоса проходит по груди. Здесь у нас с этой стороны рельеф и карманчик. Карманчик, который вот поддерживает линию, диагональ нашего борта. Вот наша картинка. Ну, соответственно, может быть и юбочка, в которой тоже вот таким образом будет введена полоса. И тоже будет замечательно смотреться. С юбочкой я тоже делала как раз вот тот сиреневый костюм с люрексом. Там была юбка. Так, ну и наша спинка. На спинке выточки. Выточки, которые доходят до низа изделия. Так, ну, здесь обтачка. Не хватает рукава. Ну вот, может быть, это изделие красиво смотреться и без рукава. Можно сделать спущенный такой вот рукавчик для лета. Порой очень сложно подобрать сочетание цветов, но модели кофе с молоком, кофейный, шоколадный с молочным, теплым, великолепно смотрелась в первом моем произведении, в первом костюме. Поэтому как бы пробуйте, смотрите, в зависимости, блондинка вы или брюнетка. Блондинке, пожалуй, подойдет голубой с белым. Это сейчас тоже очень модный цвет, признанный институтом Пантон. Голубой, синий цвет, даже синий исключает черный. Рекомендуют костюмы в темно-синем варианте, вечерние платья для дресс-кода темно-синие. Для этого года признана палитра цветов модных, в которые попадает желтый цвет для позитивного настроя, солнечного, радостного. Поэтому будем соответствовать модным тенденциям, ну и радовать себя и радовать окружающих. Конечно, понятно, что уже мой рисунок вы будете прорисовывать по своей основе, учитывая индивидуально ваши пропорции, ваш рост, ваши особенности фигуры. Он прекрасно выкладывается на худеньких девочках, на полненьких, то есть не ухудшит, а только улучшит любую фигуру. В свой дальнейший план по съемкам видео я могу внести более подробный разбор этого костюма с раскроем, с построением, с размерами, но это будет зависеть от резонанса, от ваших комментариев, от того, какой вы интерес проявите к моему обзору, будет ли вам это интересно. Если да, то, пожалуйста, будет продолжение. Помимо ткани на костюм у меня остались кусочки, которые вот вылились еще в такую маечку милую, также асимметричную, которая в принципе простая, но очень оригинально смотрится в сочетании с вот этими брючками. То есть это для очень жаркой погоды, а здесь можно уже вот такой теплой весной начинать этот наряд носить, костюм, и заряжать позитивом и оптимизмом окружающих людей. Асимметрия была достигнута за счет ширины плеча. Здесь вот спущенное плечо, и слева проходит четко по это рельеф по груди и выходит на центр
переда. А с этой стороны я наш рельеф отвела в сторону. Вот здесь у меня образовалась выточка. Тут буквально на 3 сантиметра центр смещен. И вот как раз он выходит на ширину полосы. Вот здесь 12 сантиметров по моим брючкам. То есть оно все завязалось. Ну и тут я дала возможность такому отворотику, такому вот как воротничку. Он обработан обтачкой и отворачивается, откладывается желтенькой стороной. Вот как раз рисунок выходит по горизонтали и вносит такую оригинальность этой модели. Спинка у меня желтенькая с выточками. Здесь я не вводила цвет. Здесь достаточно этих милых очков, которые так вот чудесно освежают нашу ткань. Сейчас я одену на себя эту маечку, и вы увидите, как она смотрится на мне. Ну вот я в своей милейшей маечке, любимой. Вот здесь у меня одно плечико спущенная японочка. Здесь маечное плечо такое зауженное. Так вот мило со вкусом, не наглая симметрия, а вот оригинальная, как на мой взгляд. Можете отметить в комментариях, в чем вам больше понравилась Владанна. Ну вот такой вот вариант летнего костюма мы с вами сегодня рассмотрели. Я надеюсь, вас вдохновила на асимметрию. Проверено на моих клиентах и на мне. Очень такой душевный вариант душевного костюмчика. Ну, я прямо как на подиуме разгулялась сегодня. Очень меня заряжает желтенький этот цвет чудесный. Отмечайте в своих комментариях, какая маечка или пиджачок, что вам понравилось больше. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч на канале Мода с Владанной. Всего вам доброго!